Как понять азиатов? Рис и Конфуций. Почему азиаты такие? Причины жесткой практичности азиатов. Как понять психологию и мировоззрение азиатов? Основа понимания азиатского образа мышления. Если человек интересуется Азией или, не дай бог, ведет с азиатами дела, у него по-любому закрадываются мысли на тему беспросветной разности, культур-мультур. Но если дела иногда возможно вести с кем-то еще, у кого более понятный цвет кожи и разрез глаз, но когда ты в Азии на ПМЖ, жена азиатка, а может просто гложет любопытство, тогда понимать по-любому придется. И все-таки, но чего же они такие другие? И ответ на этот вопрос есть. Во всем виноваты жара и болото, рис и, конечно же, Конфуций. Азия начиналась с риса. Дружба человека с рисом началась 9000 лет назад, когда в Восточной Азии было домашнее это капризное растение. Хотя первые следы рисоводства найдены в Таиланде много позже, в середине 5-го тысячелетия до нашей эры. То есть рискокультуру на века возделывают уже более 7000 лет. Рисоводством люди занимаются достаточно долго. Рис – одно из самых требовательных условий выращивания хозяйственных растений на планете. Зато и урожайность до 65 центнеров на гектар. И рис идеально подходит к климату Азии. Он любит жару, солнце и болотистую почву. Красноречивая поговорка про рис – голова в огне, а ноги в воде. Понятно, что просто так рисовые ростки в неглубокую воду не покидаешь, нужен уход. И вот тут начинаются основы азиатского мировоззрения. Образ жизни, преобладающий хозяйственная деятельность, формирует образ мысли отдельного человека и всю культуру народа в целом. Мы то, чем мы занимаемся. Именно рис сделал азиат такими, каким мы их знаем и не понимаем. Почему представители европейских народов такие индивидуалисты? Потому что в Европе испокон веков нет жесткой нужды в коллективе. Города и поселки строятся просто ради удобства и безопасности. Но европейская семья всегда могла выбрать свободное подходящее поле и посадить пшеницу или рожь. Живущий охотой может жить один и общаться с другими людьми только по необходимости. Соседи в целом редко обращаются друг к другу. Например, к местному кузнецу приходят, чтобы подковать лошадь. Однако большую часть времени семьи ведут дела самостоятельно. Каждая семья сама по себе. Возделывание риса требует совместных усилий огромного количества людей. Какой-то индивидуалист рисовое поле уже не организует. Никакая семья в принципе не в состоянии заниматься рисоводством в отрыве от коллектива. Усилий отдельной семьи, а иногда даже и клана, просто недостаточно. Рис и коллективные усилия. Понятно, что уход за своим полем требует наличия сильных рук. Ну ладно, этот вопрос решается большими семьями. Пара поколений с десятком детей, и вот уже работников для возделывания поля достаточно. Отсюда, кстати, традиционно для стран Азии большое количество детей в семьях и древняя практика многоженства. Но возвращаемся к 65 центрам с гектара. Хорошая урожайность риса и позволяет накормить много людей. Для хорошей урожайности риса нужен труд множества работников. Как следствие, скученность проживания и гигантская численность населения всех основанных на выращивании риса народов. Но смотрим на фото рисовых полей. Эти сотни маленьких взаимосвязанных клеточек полей. Зачем поля разделены на участки квадраты? Так устроено для регулировки уровня воды. А рис воду очень любит. При этом ее уровень приходится регулярно повышать или понижать. Так что помимо ухода за собственным полем требуются сложные ирригационные системы. Для рисовых полей от горизонта для горизонта необходимы многокилометровые каналы. Все это хозяйство кто-то должен обслуживать. И без совместных усилий множество семей эту задачу не решить. Сотни людей собираются, продумывают проект, строят, копают, ремонтируют. Для отвода воды на реках возводятся дамбы. Для этого собираются несколько кланов и поселков. Уже тысячи людей берут в руки лопаты. А теперь представьте гористые районы, где рисовые поля расположены на террасах. Там система подачи и отвода воды в разы сложнее, чем на равнинах. И без подобных систем хороший урожай не вырастить. Поэтому ирригационные работы непрерывно ведутся в течение 7000 лет. Собственно, именно благодаря рисоводству в Азии возникла ранняя государственность. Развитая бюрократия уже тысячелетия обеспечивает управление и взаимодействие мириадов граждан. Скучность населения необходима для поддержания сложившейся системы в рабочем состоянии. Личной жизни нет, всем есть до всего дела. Значимы только интересы клана и деревни. Индивидуальный мир ограничивается пространством твоей очередной коробки. Люди переезжают в города, в некотором из которых тысячи лет, но всегда принцип тот же, таков их мир, по-другому не бывает. Следствием является обесценивание отдельной личности, да и вообще индивидуальности. Один ты не сможешь возделать рисовое поле, на войне от одного тоже нет пользы, поэтому в Азии везде и всегда решает масса людей, личность ничто. Рис и интересы клана. Есть еще один важный момент. Не важно, что ты горбатишься на поле, если твои соседи на свой участок забили. Твоя семья перестала работать в поле, вы умрете с голода. Твои соседи не хотят трудиться, вы все равно все сдохнете. Потому что если соседи забросят свой участок канала, твой рис тоже не получит воду. Тысячи лет жесточайшей зависимости друг от друга привели к пониманию, что выживание возможно только в коллективе, в котором слово лидера – абсолют.
Фактически это означает дисциплину боевого отряда, который находится в зоне боевых действий. Только тут все солдаты все, кто способен наработать в поле. Следствие – запредельная практичность азиатов. Если от тебя нет пользы – за борт. Практически на грани цинизма. Представьте мотивацию человека, который выживает на войне. Для азиатов подчинение является залогом общего выживания. Исключение из коллектива равнозначно смерти. Поэтому коллективизм и чувство плеча у азиатов в крови. Именно поэтому азиатские диаспоры в других странах такие мощные и сплоченные. Даже на чужбине азиаты никогда не бывают одиноки. Они всегда вместе и друг за друга. Ты ведешь дела не с одним каким-то конкретным азиатом, а со всем его кланом. Отсюда же следует азиатский национализм, деление мира на своих и чужих. Твоя жизнь и смерть, твое рисовое поле и поля твоих соседей. Пот пролитый всеми вами под безжалостным солнцем. Любой чужак – это враг, потому что он не работает на ваших полях. Зачем он пришел? Может, он хочет разрушить все созданное вами. Ведь чужак в состоянии просто по глупости уничтожить усилия поколений. Центр твоей вселенной – твое поле, твой рис. Все, кто с тобой на поле, твои братья, все остальные враги. Чужак равно враг. И представьте, как за тысячи лет рисоводство изменило мировоззрение людей. И ведь в наши дни именно так формируется образ мышления миллиардов людей. Меняем рис и деревню, японскую и китайскую корпорацию, и мы понимаем, как она устроена, какая модель поведения требуется от каждого ее сотрудника. А потом пришел Конфуций. А что же Конфуций? Прежде всего, такой мыслитель мог появиться только в Азии. В своих трудах учитель описал идеальное патриархальное общество, построенное на коллективизме, а цель коллектива – выращивание риса. Один из столпов конфуцианства – самоотверженное служение человеку обществу. Младший подчиняется старшему, абсолютный приоритет традиций и обычаев. Но стоит понимать, что книга Лунь-Юнь Конфуция – это не просто сборник поучений и рекомендаций. По факту Конфуций кодифицировал мировоззрение того мира. Получился такой кодекс азиата. Ради выживания жестко патриархальное и повернутое на верность прошлому учение научилось быть гибким. Если не хочешь допиливать учение, тогда вас будут выпиливать. Ведь были периоды, когда конфуцианских ученых закапывали живьем. Однако не обязательно погружаться в конфуцианские дебри. Для начала достаточно обдумать сказанное учителем Куном. Важно понять, в Азии древние слова имеют силу и в наши дни. Конфуций как сердце Азии. За тысячи лет конфуцианский образ мышления стал неотъемлемой частью любого азиата. Как уже заметил, временами учение подвергалось гонениям, но запрещать конфуцианство – это как указом отменить кишечник и желудок. Типа с Нового года мы переходим на питание солнечной энергией, а желудочно-кишечный тракт отменяется за ненадобностью. Ну а поскольку люди несовершенны, мы создаем министерство, которое проработает комплекс мер по переходу на новый образ жизни. Очевидно, что толку от подобного министерства и его указов будет чуть менее чем ноль. Аналогичная ситуация в плане борьбы с конфуцианством. С тем же успехом можно дать указ об отмене времен года. Причем тот же среднестатистический таец вряд ли процитирует Конфуция. Но когда изучаешь его поведенческую модель, понимаешь, что она прекрасно описана учителем в VI веке до нашей эры. Конфуций в современной Азии. Возвращаясь к началу, можно сказать, если вам интересна азиатская культура и вы хотите понять азиатов, открывайте Лунь-Юнь Конфуция. Древние строки станут ключом к пониманию образа мышления любого азиата. Конфуций учил на основании своих представлений об идеальном мире, а это было патриархальное общество, построенное на выращивании риса. Для нас важно то, что в относительно простом для понимания тексте для нас, западных людей, есть ответы на многие азиатские вопросы. Конфуций не знал про самолеты и атомную энергию, но описал устройство современной Азии. Точно так же во времена военного теоретика Сунь-Цзы не было атомных подводных лодок, беспилотных дронов и комплексов спутникового слежения, но в наши дни его искусство войны изучают в военных академиях мира. Более того, вы можете обнаружить за любопытный момент. Задумавшись словами Конфуция, вы вдруг начинаете понимать мотивацию людей, которые совсем далеки от конфуцианства. Например, выходцев с Кавказа, жителей Турции или Ирана. Ну, или хотя бы поймете, что там думает себе ваша вьетнамская или тайская подруга. Конечно, я сознательно упрощаю некоторые моменты, потому что если в рамках короткой статьи пытаться разово описать все нюансы, тогда задача понять в азиатском мире хоть что-то окажется невыполнимой. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.